Кто не слышал о Бермудском треугольнике? Кого из нас не волновали аномальные исчезновения в этой зоне? Бермудский треугольник представляет собой определенную территорию в Атлантическом океане, где очень часто исчезают корабли и самолеты. Вершинами этого треугольника являются Пуэрто-Рико, Флорида и Бермудские острова. В Тихом океане есть похожий треугольник, который носит название Дьявольский. Уже много лет эта тайна не дает покоя величайшим умам нашей планеты. Есть версии, что виной этим загадочным исчезновением могут быть происки инопланетян или странные погодные явления. Но по сей день ведутся споры, и никто из ученых не может точно объяснить, что же происходит в этом заколдованном месте. Исчезновения самолетов и кораблей происходят довольно стремительно. Перед этим, как правило, резко выходят из строя все системы навигации и управления судном. Объяснением загадочных явлений может быть распад метана, происходящий на дне. Согласно этой теории, в океане образуются огромные пузыри, которые насыщены метаном. В этих пузырях плотность сильно понижена. Именно поэтому здесь корабли не могут плавать, а сразу тонут. Также метан вредит и самолетам. Поднимаясь, он может искажать показания альтиметров и снижать подъемную силу. В некоторых случаях метан может способствовать остановке моторов самолетов. Эта теория была даже экспериментально доказана. Так, меньше чем за минуту судно может затонуть из-за выброса метана. Еще одной теорией, объясняющей загадку Бермудского треугольника, могут быть блуждающие волны, внезапно возникающие в океане. Эти огромные волны могут достигать высоту до 30 метров. С данной теорией можно детальнее ознакомиться в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника». Такие волны возникают мгновенно и всегда неожиданно, с их силой не может справиться ни одно судно. Но это всего лишь теория. Еще несколько теорий – подвижные тектонические плиты и сильная сейсмическая активность в этой зоне. Также причиной бедствий судов можно считать течение Гольфстрим. Так появляется разреженный поток, который способствует поднятию волн. Загадка Бермудского треугольника еще состоит в том, что здесь неправильно начинают показывать направление компасы. В чем же кроется причина столь странного поведения приборов? Причиной могут быть гамма-лучи, которые излучает треугольник. Но на Земле нет таких лучей, и источник излучения пока неизвестен. Источником гамма-лучей может стать лишь атомный взрыв или же другая планета. Еще одной необычной теорией можно считать следующую. В океане при определенных условиях может возникать инфразвук. Воздействуя на мозг, он вызывает панику, и люди начинают покидать корабль, прыгая за борт. Также были выдвинуты совсем необычные и весьма экзотические версии о Бермудском треугольнике. Конечно же, без пришельцев, крадущих людей, не обошлось. Инопланетяне забирают в свои миры судна и людей для изучения. В 1965 году, 6 июня, пропал самолет недалеко от Багамских островов. Именно этот случай исчезновения самолета с людьми на борту часто связывают с похищениями инопланетян. Ведь в этот день астронавт Джеймс МакДивид сумел увидеть и запечатлеть на фотоаппарат неопознанный летающий объект именно в этом районе. Еще одна удивительная теория тоже связана с пришельцами. Так, согласно этой версии, марсиане прилетают, чтобы забрать к себе на планету воду из океана. Корабли и самолеты выходят из строя из-за работы двигателей космического корабля инопланетян, которые работают на ядерном горючем. Весьма неправдоподобная, но очень интересная теория. Гуманоиды, живущие в подводных куполах, устраивают исчезновения и катастрофы. Вокруг инопланетян строится множество теорий. Еще одна версия: пришельцы с Венеры хотят захватить нашу планету и поэтому вырыли под толщей воды пещеры. Жителям Венеры такие пещеры служат опорными пунктами. На глубине 910 метров под водой такое же давление, как и на Венере. Именно во время перелетов и погружения инопланетян и случаются катастрофы с нашими самолетами и кораблями. Весьма фантастическая теория, которая понравится любителям фильмов о параллельных мирах. Из-за кривизны пространства на территории Бермудского треугольника открывается путь в космос, а также окно в другие миры.
Еще одна фантастическая теория заключается в том, что внутри нашей планеты живут некие существа, которые построили силовые установки. Эти сооружения и вызывают магнитные возмущения, из-за которых происходят катастрофы. Следующая теория также понравится любителям фантастических книг и фильмов. Согласно ей, в этом районе живут древние существа – динозавры или огромные кракены, которые топят проходящие корабли. Для любителей древних мифов отлично подойдет теория о том, что в этом районе жили атланты. Именно они смогли активировать особый прибор, который должен был стать источником огромной энергии. Но он вместе со всей Атлантидой затонул. Тем не менее, периодически он включается, что приводит к возникновению сильных энергетических полей, которые и губят суда. Следующая теория связана с трещинами на океаническом дне, из которых выходят газ и пар, неизвестные современной науке. Именно они способствуют созданию сильного магнитного поля, которое губит воздушные суда и корабли. Но даже когда эти пары совсем незначительны, они все равно могут навредить, вызывая галлюцинации, заставляющие людей выпрыгивать за борт. Согласно утверждениям криптозоологов, русалки, черти, домовые, эльфы и другие персонажи из сказок очень даже реальны. Они часто появляются в районе Бермудского треугольника и могут быть причастны к кораблекрушениям. В аномальной зоне Бермудского треугольника исчезнувшие суда попадают в будущее или прошлое. Здесь они могут перейти в четвертое измерение. Именно поэтому в разных местах океана находят суда из предыдущих эпох, такие как летучий голландец. Еще одна теория состоит в том, что в 1943 году США проводили эксперимент. Он был назван эксперимент Филадельфия. Цель эксперимента – сделать так, чтобы корабль со всем экипажем стал невидимым. Добивались этого, используя сильные магнитные поля. Именно это или что-то похожее и происходит в загадочном треугольнике по сей день. Первым человеком, который выдвинул интересную теорию разоблачения тайны Бермудского треугольника, стал писатель Ларри Куше. Книга вышла в свет в 1975 году. Он детально проанализировал все события и аномалии, выявив много неточностей, неправдивых и просто выдуманных данных. Автор утверждает, что Бермудский треугольник был специально придуман ради сенсации. Не такое уже рекордное количество катастроф здесь случается, а если и случаются кораблекрушения, то из-за активных пересекающихся морских и воздушных путей. Также здесь находится весьма разнообразная и сложная система течений, не дающая точно определить место катастрофы. Именно в этом районе весьма сложное дно и много отмелей. Немаловажную роль играет погода. В этом районе часто встречаются сильнейшие шторма, которые губительны для морских и воздушных судов. Многие исчезнувшие корабли имели технические неполадки, а самолеты заблудились и у них закончились запасы топлива. Все эти случаи происходили довольно давно, когда техника не была столь надежной и продвинутой, как сейчас. Что еще нужно знать о Бермудском треугольнике? Внутри этого треугольника на дне были найдены две огромные пирамиды. Эти подводные творения по своим размерам намного превышают размеры египетских пирамид. По подсчетам ученых, этим сооружениям не менее 500 лет. Какие еще загадки и ужасы таит в себе Бермудский треугольник? Известно лишь одно – вопросов про эту аномальную зону намного больше, чем ответов. Это место внушает страх до сих пор, ведь ученые так и не смогли дать объяснение этому природному феномену. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.